Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня я буду убираться у нас дома и начинаю уборку с того, что раскладываю чистую посуду, которую я помыла еще с вечера. После того, как я все разложила, я приступаю к основной грязной посуде. Это посуда, которая осталась с утра. Мы готовили с Денисом смузи, поэтому здесь можно увидеть и обычные тарелки, и стакан, из которого он пил смузи, а также миксер, в котором мы мешали фрукты. Насколько помню, это был банан и клубника. И на мой вкус получилось очень вкусненько. Денис тоже выпил целый стакан, и потом я уже отвела его в сад. После того, как я отвела Дениса в сад, сама села перекусить. У меня это была обычная овсяная каша, и вот можно увидеть, после нее осталась кастрюля, которую надо сейчас тоже хорошенько отмыть и помыть. Если кто-то спросит, а хватает ли ребенку обычного смузи в качестве завтрака на утро, то не переживайте. В корейских детских садах в качестве завтрака детям дают обычно различные фрукты. Это могут быть клубника, банан, хурма, яблоко, апельсин, либо мандарин, либо овощи. Но обычно овощи подают вместе, например, с йогуртом. Это огурец и вот маленькая упаковка йогурта, либо паприка и йогурт. Также это может быть еще стакан молока в дополнение к этим овощам либо фруктам. И еще может быть какой-то батон, хлеб, либо печенье. Все, здесь каких-то манных каш, либо рисовых каш. Такого русского традиционного формата завтрака здесь не найти. Наконец-то я помыла всю посуду, и теперь можно перейти к другим делам. Сейчас я быстро пропылесошу пол, чтобы как-то собрать всю пыль и мелкие частицы, которые заметны глазу на полу. И затем я собираюсь постирать постельное белье. Я сейчас пылесошу на нашей кухне-коридоре, и вы можете увидеть, по правой стороне стоит вот такой агрегат. Как вы думаете, что это? Это очиститель воздуха. На прошлой неделе почти на всей территории Кореи был зафиксирован высокий уровень содержания мелкодисперсной пыли в воздухе. И поэтому мы решили достать наш вот такой очиститель воздуха, чтобы хоть как-то сделать воздух в доме, в квартире более чистым. Если кто не знает, что такое мелкая дисперсная пыль и чем она опасна, то вкратце я расскажу. Во-первых, это чем-то похоже на смог. Но в чем отличие мелкой вот этой пыли от смога? В том, что частицы, они настолько мелкие, что они могут проникать в ваши кровеносные сосуды, чем могут вызвать хронические заболевания и проблемы со здоровьем. Поэтому большинство корейцев, как бы сказать, не все, обязательно носят маски в этот день, а если выходят на улицу, а если дома, то у большинства корейцев есть вот такие очистители воздуха. Я перемещаюсь на веранду, и перед тем, как закинуть грязную одежду в стирку, я обязательно снимаю чистую одежду, которая уже высушилась, и раскладываю ее. Кстати, последние 3 года я практически не глажу одежду, и если кому интересно, могу рассказать почему. На самом деле ответ очень простой. Я просто в какой-то момент поняла, что когда я стала мамой, то большую часть своего времени я посвящаю глажке, а не своему ребенку или даже себе.
Поэтому я просто расставила приоритеты и выбрала свою какую-то жизнь, свое личное время, а не постоянную глажку постельного белья и нашей одежды. Напишите в комментариях, гладите ли вы белье или нет, потому что, насколько я знаю, есть абсолютно две разные стороны людей. Есть люди, которые спокойно не гладят белье и очень спокойно к этому относятся. А есть те, которые ярые защитники, что без глажки никак нельзя. И вообще можно, простите, заболеть всеми болезнями мира, если не гладить белье. Здесь я раскладываю уже нашу одежду по шкафчикам. У нас обычно нижний шкаф — это одежда Дениса. Затем шкаф повыше. Здесь я храню свою одежду. В основном это нижнее белье, футболки, спортивные леггинсы, либо шорты и носки. И верхний отдел — это одежда мужа. Здесь, конечно, не всегда все так чистенько и красиво сложено, но как есть. Когда я заглядываю туда, то, конечно, я стараюсь привести все более-менее в приличный вид. Но что взять с мужчин? Естественно, мужчина никогда не будет складывать одежду по методу KonMari. Ну, хотя, может быть, есть и такие, но я сомневаюсь. Мы на прошлой неделе все заболели, но благо к концу недели уже и мне стало полегче, Денису и моему мужу. И так как мы переболели, кстати, я ходила к врачу и сдавала тесты на корону и на грипп. В итоге мне сказали, я получила отрицательный результат на оба этих теста, то есть это обычная простуда, как мне сказали. Я говорю, ну, не знаю. Чувствовала я себя на самом деле очень плохо, у меня даже защемило шею, но благо все обошлось. Мы сходили в центр восточной медицины, мне там поставили иголки, прогрели, поэтому уже на следующий день все начало становиться легче, я могла поворачивать голову и вправо, и влево. До этого я не могла этого делать. И так как мы переболели, то естественно, надо обязательно поменять все белье. Я полностью поменяла постельное белье Дениса и постирала и застирала его. Но вот нашу кровать я поменяла только простынь, потому что чтобы постирать одеяло, мне нужен более такой, знаете, солнечный, либо такой морозный день. Поэтому я решила немножко стирку одеяла отложить на потом. При стирке я не пользуюсь ни кондиционером для белья, ни ополаскивателем. Единственное, что я добавляю при стирке, это стиральный порошок, а точнее в моем случае это такое жидкое мыло. Я пользуюсь им уже достаточно давно. Это кастильское мыло от компании Dr. Bronner. Это американский бренд, который производит органические жидкие твердые мыла. И главная фишка в том, что их состав 100% натуральный. По причине того, что такие мыла не несут вреда окружающей среде и человеку, то его можно использовать не только, например, при стирке и мытье рук, но и также, если вы моете посуду, фрукты, овощи, а также, как заявляет производитель, вы даже можете им мыть волосы, лицо, тело и даже, например, использовать в душе, когда моете своего ребенка. Я быстренько закинула стираться постельное белье и также застирала обычным мылом простынь Дениса, так как на нем было небольшое пятно. В завершение я застелила нашу кровать чистой новой простынью и потом уже также застелю кровать Дениса. А вам я хочу пожелать на самом деле крепкого здоровья
Обязательно следите за ним. Зима еще в самом разгаре, поэтому обязательно тепло одевайтесь, пейте витамины и хорошего вам настроения. Увидимся в следующих видео. Пока!